In your eyes there's a heavy blue. Want to love and want to lose. Sweet divine, the heavy truth. Привет, ребят, я сейчас еду на съемку. Сегодня хоть и выходной день, но я сегодня снимаюсь. Фотографировать буду купальники на пляже. Еду в городок Лагуна-Бич, очень красивое место. Мы не раз там уже не гуляли. Вообще такой милый курортный городок с океаном, красивыми пляжами. У нас погода сейчас какая-то странная стала. Были дни очень холодные, а потом в какой-то момент стало просто резко жарко. Такие какие-то скачки. Вот сегодня, кстати, круто. Сегодня очень жарко, но я всегда только этому рада. Если, допустим, у меня съемка где-то возле океана в купальниках. Mistakes with these white lines and I'm clouded by all of the smoke. I don't think I'll ever get sober. No. I don't think I'll ever get sober. Сейчас в Старбаксе жду фотографа. Обычно я приезжаю позже, я обычно опаздываю. Так получилось, что фотограф почему-то задерживается. И, кстати, здесь, мне кажется, вот в таких городках, типа вот Манхэттен-Бич, Лагуна-Бич, мне кажется, что тут даже кафешки, даже те же Старбаксы, они гораздо уютнее, какие-то, не знаю, чище, уютнее, что ли. Мы с фотографом приехали сейчас на паркинг, вон его машина, кстати. Those rocks are very pretty, aren't they? The way the white water bounces around. Color of this water interesting, unusual color. Yeah, it's more green. Смотрите, мы спускаемся по такому крутому спуску. Вообще, главное мне сейчас не упасть. С моим счастьем я еще навесила на себя сумки, кофе. Я просто не налюбуюсь, насколько это красиво. Чтобы попасть на эту локацию, нам пришлось пройти такой хайкинг по камням, которые лежат довольно неуверенно, которые шатаются. Day in, day out, it's the same road we're walking down. Ребят, съемка проходит хорошо, я не знаю, услышите вы или нет, потому что тут вода шумит, ветер дует. Уже, кстати, довольно похолодало. Я только радовалась, что на улице тепло, но я могу себе представить, если бы это было неделю назад, я бы просто вообще, наверное, не смогла фотографироваться. А так, в принципе, прохладно, но приемлемо. Вообще очень круто. Отсняли много образов, много купальников. Все получается очень красиво. И мы прям тут скалолазанием занимались. Тут была такая опасная зона, где нужно было реально подняться по скале, как-то вот прижаться к ней, чтобы пролезть с одной, в общем, зоны в другую. Это было страшно. Наверное, если бы фотограф мне не показал, то есть он бы не пошел, я бы сама в жизни никогда туда не полезла. Я так на него посмотрела, ну, вроде не падает, вроде бы как-то там держится на этой стене. Но, блин, ну реально очень страшно. Я еще такая неуклюжая. Мне это опасно. У меня, кстати, после одной из съемок с этим фотографом до сих пор шрам на ноге остался, хотя я сделала его полгода назад. Я поранила ногу очень сильно, я ударилась об трубу металлическую. И у меня шрам очень долго не проходит. Для модели не очень хорошо приобретать шрамы на теле. Привет, ребят! Я сейчас нахожусь в одном бутике в Вест-Голливуде. Я сегодня участвую в таком проекте. Это будут видеокурсы о моделинге, о том, как правильно одеваться, как нужно ходить на кастинги. Кстати, тоже так совпало, что здесь все русскоговорящие, что часто бывает в LA, и все друг друга знают. Тоже фотограф, видеограф, мы уже работали с ним на одном проекте. Да, я друг из Вьетнама. И что ты там делал? Жил. Жил? А почему? Как так получилось? Жизнь такая тяжелая была там, в России, поэтому поехал в Вьетнам. Я просто путешествовал и застрял там на пару лет. Пару лет в Вьетнаме? Звучит страшно. Это на самом деле очень красиво. Не как если бы в Вьетнаме там война. Была глубокая яма, да, из которой мне было сложно выбраться. 2 года потратил, чтобы выбраться из этой ямы. Ну, вот я здесь. Вот 4 задания, 2 pишем. Like highlighting, props, or body, and it's cute because it's like tied up, and you're gonna show. First look I'm gonna show you is just very simple.
let's say you have a competitor on your own, yeah, definitely just a lot of out Сегодня я впервые побывала в Женином офисе. Они наконец-то сняли помещение, кстати, довольно большое помещение для своей компании. И сейчас они тут все обустраивают, пока здесь практически ничего толком нет. Пару столов, диван вроде бы Сэм скоро привезет. Ну, скоро тут будет очень классно. Важный, волнительный момент в нашей жизни, потому что наконец-то компания Жени и Сэма обрела свое пространство, так сказать. Сейчас у нас будет реально большое помещение, где будут работать люди. Ну, правда, единственное, Женей мы будем видеться теперь гораздо реже, потому что так он дома работал все время, теперь он будет уезжать в офис, но офис находится всего лишь в 20 минутах от нашего дома на машине, поэтому это не так уж далеко и довольно очень удобное расположение этого места. Мне нравится планировка, как здесь все сделано, когда здесь будет все обставлено красиво, когда мы купим мебель, все обустроим, будет выглядеть круто. Уборщица пришла! Уборщица здесь! Да, это... We got a couch, baby! We got a couch! First office! Okay. So you finished? We literally bought this place. It's amazing. We're super stoked. We got a couch. Got a couch for $1,000. No, I didn't. I got a good deal, but yeah. Stoked. Сэм, кто ты по национальности? Oh man, I'm like Eastern European mixed with like... У меня подписчики спрашивают, Сэм на каком языке говорит, да? Let's do this. How about one shot? Один шанс, чтобы знаменитыми для подписчики. Let's put this shot. Just tell them to write to me personally. If they're cute, tell them to write to me. Он сказал, если вы красивая девочка, пишите ему. That's it. Мальчики работают. There you go. А еще забавно наблюдать, как парням нравится все это делать. Они настолько были просто, во-первых, в щенячьем восторге, когда они подписали этот контракт, что они арендуют это место, потом они были счастливы, когда ходили выбирать мебель. Они реально счастливы. И я вместе с ними. I took shots with that guy. Oh yeah. I was like, let's take shots. Can you smell it? Вы купили диван? Да, мы купили диван. Где он? За 40 баксов. За 40 баксов. 40 долларов, 50 Где он? In the truck. You have vodka? I took shots with the guy. I bought the couch. I was like, let's take shots. Елена у нас хорошенькая. Мальчики работают у меня. Да, кстати, мы за ней работаем. На меня. That's right. She actually bought us this office, everybody. So it's. Thank you. Is this gonna fit, bro? Yeah, it will. Yeah, it will. Я их просто поддерживаю, знаешь, это очень важно. Сэм, какая будет табличка? Табличка будет Elena F Studios. Partying it up. Woo, look at that office. Look at that couch, baby. Look at that couch. Just look at her. Look at that flat screen TV. Woo! Мы нашли девушку, тренера, которая, кстати, тоже с Украины. Она занимается с нами. И эти тренировки по утрам. В общем, я сегодня очень рано встала. Я сегодня, на самом деле, встала в 6 утра для того, чтобы привести себя более-менее в порядок. Потому что после зала мне надо снова ехать на встречу с Мариной. Марина Могилка, я думаю, вы знаете эту девушку, она тоже блогер, она тоже ютубер, мы с ней как-то познакомились в Сан-Франциско, где она живет со своим мужем, и я не знаю, я сейчас буду стараться успеть к ней, хотя я такая приеду, ну, можете себе представить, какой человек после зала, я, наверное, приеду не в самом лучшем виде. Сейчас немножко покажу, как я тут занимаюсь, покажу вам зал, Женя там, кстати, сейчас тоже работает. Какой красивый. So beautiful. He has no eyes. At all? Yeah. Oh my gosh. I know. Poor baby. Oh. We rescued him like that. But he's happy. We rise like the sun and fall in the ocean. Sometimes we lose, sometimes we win, 'cause we're only human.
Ребят, я закончила только что тренировку. Мы сейчас с Женей едем уже в дороге. Женя меня немножко довезет, потом я еду к Марине. На завтрак она меня вчера пригласила. Они сейчас с мужем в Лос-Анджелесе сняли какой-то дом на холмах. Я хочу успеть сегодня. Да, время, правда, впритык. В общем, я хожу сейчас на кроссфит. Это сложно, но это очень классные тренировки для силы, сделать свое тело таким подтянутым, попу накачать, вообще это очень круто. Также я сейчас хожу 2 раза в неделю на танцы, это называется бурлеск. Кстати, я нашла классы очень близко к нашему дому, буквально на Голливуд-бульваре, в 15 минутах ходьбы от дома. Я хожу 2 раза в неделю. Я их нашла на время, пока Ксюша в Украине, то есть она полетела туда где-то на 3 или 4 месяца, но обещала вернуться. Поэтому я надеюсь, что я продолжу ходить к ней на индивидуальные занятия. Сейчас я хожу на групповые, но там тоже очень круто. Вот эта собачка в зале, которую я вам показывала, такая очень милая, на игрушку похожа, вообще такой лапочка. Оказалось, что она без глаз вообще, то есть они ее приютили, они взяли ее в шелтере, в приюте для животных и взяли уже такой, то есть она очень старая и она слепая. Здесь очень добрые люди, что могут брать таких животных с разными дефектами, очень старых, потому что это на самом деле очень большая редкость, чтобы человек взял себе уже такое животное. Обычно все хотят, конечно же, породистых и маленьких, чтобы это был только щенок, либо котенок. У меня вызывают большое уважение и восхищение люди, которые могут вот взять вот такую собаку. Там, наверное, ребят, вид будет сейчас красивый на LA. Единственное, что, знаете, когда вот так вот поднимаешься по вот этим холмам на Убере, у них часто связь пропадает. Ну и вообще тут связь пропадает в горах. И потом очень сложно, навигация не работает, и сложно найти место. Либо Uber сложно вызвать бывает. Вот, ребят, я и приехала, красота, птички поют, еще погода классная сегодня. А вот там вид красивый. Это, кажется, мне уже Марина открывает. О, привет! Какой вид тут красивый. Такой кайф. Мы с 7 утра снимаем. Я поняла, никакого отдыха тебе. Вообще никакого отдыха. Мы заехали просто съемка за съемкой. Блогеры не отдыхают, а просто работают. Да. Даже когда есть там бассейн, возможность загорать, наслаждаться видом. Все за работой. Вау, как красиво. Прикинь, да? Вообще. Слушай, что ты мне не сказала? Я бы купальник взяла. У меня 5 каналов, у ребят 2 канала. У тебя 5 каналов? У меня типа 3 моих и 2 компании. Ого. Вот, ну там типа 2 на английском, 1 на русском, компанию. И мы просто, там еще другие блогеры приезжали. Да, и снимаем. Вообще как, да? Да, классно. Вот так, ребята, внутри выглядит. Можно зайти внутри? Конечно, конечно. Всегда. Привет. Привет всем. Элина. Смотри, приятно познакомиться. вот сюда посмотри. Ребята, кто узнает нас? Элина, тебя не видно. А, меня не видно. Вот, да, тебя видно. Все такие, ого, Мы вас любим. и мы вас тоже. Элина лучшая, даже пишет. О, видите, как круто. Спасибо. Огонь. Гости. Привет. 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 Элина. Олег. Приятно А вы познакомиться. можете тоже Элину в блог заинтегрировать? Сейчас только обзор продолжается. У нас сейчас просто гости будут. А кто спетлей Дима? У меня есть, короче, платье. Я могу либо это дать, либо... Ребят, посмотрите, какая тут классная гардеробная. Просторная, места много. Идеально просто. Что у меня всегда все вываливается с моих узких полок. Подпольные записки. Да не смотрела на него так. Элен, просто моя школа. Обожаю. Это было гениально. Элин, ты не боишься Диму? Нет, а чем мне Серьезно? Просто мы А никогда ты его не боялась? Когда? Да, может нам деньги начать зарабатывать? Может быть, это будет наш этот голливудский двойник Егора Крида? Я в шоке то, что все говорят, что он похож на Егора Крида. Я его погуглила. Так фишка в том, что я даже не помню точно, как Егор Крид выглядит, точно его лицо, он примерно, знаешь, так что. Я помню прекрасно, как выглядит Егор Крид. Там схожего немного. Возможно, Типаж, это, может быть, возможно, какой-то. это цвет бороды только совпадает, и все, он русый, и все.
Блин, а я сумасшедшая, я сейчас буду пить горячий кофе, потому что я не могу пить холодный. Серьезно? Да. Ты знаешь, что на самом деле холодный кофе вредно? Почему? Потому что он оседает на стенках Здесь желудка. все то, что вредит фигуре. Это полное галиматье. А здесь там есть круассаны, булки, пончики, печенюшки и Эрл Грей. Супер. Кофе мы как бы прям реально мы думали, что мы опоздаем, и его с горячим надо привезти. Марин, сколько этот дом стоит, ты говоришь, за сутки? За 800, но там еще клининг фи и так далее, то есть 1200. Но в будни дни они стоят за $2000 в ночь. Среднее то, что ты как бы есть за 500 с красивым видом, но знаешь, такой бунгало. Я понял. Старый, да? Элина сейчас рассказала историю, что когда она первый раз ехала, она врезалась на парковке. Да, Дима про это не знает, и мы ему не будем говорить. Я ему уже рассказала. А ты ему рассказала? Он на меня посмотрел с таким недоверием. Я потом им такая говорю. Ну это было еще до того, как я получила права. Я училась тогда. Но я на самом деле уже давно за руль не садилась. Поэтому мне надо ровненько проехать. Ты сейчас, да, тут по двору. Сейчас будет кайф. Ну у вас страховка есть, если Не переживай, все четко будет. Ребята, следующий гость, самый красивый гость нашей сегодняшней программы, это Элина. Как ты думаешь? Опс, сорян. У нас сегодня два самых красивых гостя нашей программы. Как тебе внешняя лентачка по 10-бальной шкале? Тебе нравится, не нравится, что скажешь? На 10, не, на 9. Если бы она была белая, это была бы 10. Супер, а какая вот машина вот в том представлении, Mercedes или Porsche, как бренды? Какая тачка кажется круче, когда ты видишь Mercedes или Porsche? Что не круче? знаю, Porsche, конечно. Porsche, да? Да. Окей, ладно, все, погнали, на те ключи. Сейчас интересно, что ты скажешь внутри про эту тачку, как она по управлению. Поехали. Это твой влог. Ой, боишься? Главное, да, главное не убить эту машину. Я этого боюсь. Это мой стиль вождения, тоже так же вожу. Тише едешь дальше. Вот и я. Аккуратнее, сюда с камеры за скорость сейчас не хлопнули. Все четко, молодец, все в порядке. Самая крутая машина, в которой я ездила, я сейчас расскажу прикол, это был Uber, это был пул, чтобы вы понимали. И за мной приехала Tesla, причем такая какая-то супер навороченная, крутая Tesla белого цвета. Там был супер модерновый дизайн, дверь открывалась, знаешь, как наверх, да, это Model X. Я вообще в шоке просто была, что там женщина-водитель была за рулем, что на Uber, в общем, катает такую машину. Вау, класс. Супер, спасибо тебе огромное. Господи, было у меня аж ладоши. У тебя пульс, да, был с 200 ударов, да, пока ты ехал. Все, Элина поехала. Пошла. Всё, пока, ребят. Все, мы поехали. Да, пока. Пока. Вы приедете через 2 недели. Да, или мы к вам в Сан-Франциско. Супер. Огонь. Все, пока-пока.